Доброго всем! Сегодня речь пойдет о пятицилиндровых головках Volkswagen LT T4 Crafter, и неважно в принципе какого объема, 2.4 или 2.5. В последнее время нас ими буквально завалили как местные перевозчики, так и клиенты из России. Основные проблемы этих, так скажем, ходивших ГБЦ одинаковы. Это трещины между седлами, но они, конечно же, не критичны, но правда до тех пор, пока не достанут до водяной рубашки. Рубашка находится там достаточно глубоко, но после долгой эксплуатации трещина все же опускается ниже седла и таки достает до рубашки охлаждения. Другие трещины практически всегда появляются у фуркамерных головок. Трескаются эти головки не только между седлами, но и между фуркамерой и впускным седлом. Как правило, это третий и четвертый цилиндры. Трещины бывают достаточно глубокими и порой уходят аж за свечу. Другая беда, которая случается с этим типом головок, это когда при обрыве или перескоке привода ГРМ удар по распредвалу практически всегда приводит к поломке бугелей, которые лопаются пополам, как собственно ломается и сам вал, то пополам, а то и на 3 части. Также этот удар приводит к тому, что шпилька выламывает шейку на самой головке. На данный момент у нас в цеху в ремонте 7 таких головок. Еще 2 находятся в пути из Ростовской области и Подмосковья. Сегодня первое видео о ремонте этой головки, и касаться оно будет ремонта поломанного бугеля постели распредвала. И как результат восстановления самой постели распредвала. О том, как же мы боремся с трещинами, о которых я вам говорил в начале видео, мы расскажем в следующих роликах на примере головки, поступившей к нам в ремонт из Краснодара от подписчика Владимира. Работа по ней находится в стадии завершения и пока еще не окончена. А сейчас у нас в работе головка, в которой выломало место под шпильку крепления бугеля. Сейчас в кадре как раз тот участок выломанной шпильки. Как видим, там-то и резьбы вообще не наблюдается. Видимо, чрезмерно тянув гайку, мастера потянули резьбу, а затем, как это водится в подобных случаях, что-то туда начали набивать и вновь таки крутить. Результат не заставил себя долго ждать, край там, где тоньше всего, естественно, сломался, и кусок алюминия таки отвалился. С темой приехали клиенты к нам. Тем временем фрезеровщик Сергей приступил к разбору этой трещины. Сварщик Андрей наметил Сергею место, которое следует разрезать и удалить все лишнее. Далее головка отправляется на верстак-сварочный пост, и далее слово переходит сварщику Андрею. Значит, вот в работу пришла головка автомобиля Volkswagen LT. Ну, мне так кажется, 2,4 или 2,5 литра. Точно не могу сказать, потому как я далек от этого. Это механики знают. Значит, пришел с проблемой того, что механик, либо хозяин, так, рука у него крепенькая. Значит, при затягивании, закручивании вот этой шпилечки, мало того, что резьбу сорвали вот здесь, вот видите, и вдобавок ко всему, вот тут где-то у меня кусочек валялся, я где-то тут совался он у меня. Куда-то я его запулил. Вот он, этот кусочек. Вот он, этот кусочек. Еще отвалили этот уголок. Пытались затянуть. Я не знаю, то ли они его забивали, то ли еще чего делали. Фуму пытались подмотать, там проволочку какую-то. В конечном итоге они отломили этот уголок. Вот этот уголок нужно восстановить. Что мы делаем? Я все это разрезал на станке, вы видели, мы все это вырезали. Сейчас окончательно зачистим и будем варить. Но вот эта работа, именно со шпилькой, она тянет автоматически вторую работу. Вторую работу — это восстановление постели распредвала. Я не знаю, как всей постели распредвала, а вот этой шейки это точно. Почему? Потому как в момент сварки вот эту шеечку немножечко потянет. Ее сложит. Эту шеечку, она сойдется вот так. Меньше диаметр станет. Ну, меньше, в принципе, его можно расточить, это не так страшно. Но дело в том, что она, если бы она равномерно сложилась, был бы другой разговор. А так она где-то больше, где-то меньше. И поэтому я так понимаю, что где-то 1/3 этой шейки нам придется наплавить дополнительного материала, металла, для того, чтобы когда будут проходить эту постель, когда выставятся по этим шейкам, то эту шейку расточат в нормальный размер. Ну вот, давайте будем приступать к работе.
Мне тут многие ребята советовали применить фрезочку такую, фрезочку такую, фрезочку такую. Ребята, спасибо вам за совет. Естественно, я прислушаюсь к вашему мнению. Но я использую то, что я использую. Мне не нужно сильно много выбрать. Мне нужно просто почистить. Почему? Потому как основную работу по удалению трещины, основную работу по выборке всех этих дел мы выполняем на станке. Потому как одно дело, когда это делается одна головка в день, в принципе, может быть, можно это выбрать фрезами, может быть, выбрать там какими-то там сверлышками переточенными или там зубильцем. А когда идет поток, то все эти работы выполняются на станке. Станочники выбирают эту беду, а я уже только подчищаю, подбираю. И мне этого вполне достаточно. Такого шага, такой скорости мне вполне устраивает. Спасибо вам за предложение. Я сменил инструмент. Я в дреле снял бор и поставил щетку. Для того, чтобы вот эту плоскость мне нужно почистить сейчас. Теперь я беру опять борчик и борчиком подчищаю. В любом случае головку нужно подогревать. Сейчас мы ложим ее в печечку. Как только печечка нагрев готов, мы будем ее варить. Значит, печечка у нас готова. Подгорелась наша головочка Volkswagen. Достаем. Голова готова. Варим, значит, начинаем с тока 125 ампер. Да, 125 ампер. Пруточки мы берем 3,2 диаметром, 40-43, это 5% кремний. Начали. Значит, вот практически закончили мы варить опору. Практически почему? Потому как остались несколько штрихов, которые я вот сейчас поднял маску и вижу, надо добавить тут уголочек, тут уголочек. Значит, сразу вам так. Изначально здесь высота завышена порядка 5 мм. Лишнего, скажем так, наложено. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы впоследствии ее будут выводить плоскость в уровень. И как раз так, чтобы бугелек этот попадал в размер. Это все вы видите. Сейчас доведем до ума краюшек вот этот. Окультурим его. А потом впоследствии будем уже вываривать плоскость, саму плоскость, которая касается распредвала. Ну вот мы поварили нашу железяку. Значит, как вы видели, мы сформировали опору.
выварили этот уголок. И после этого мы положили слой металла для того, чтобы вы могли свободно в размер расточить. После того, как головка остыла в печи, она, конечно же, попала в руки расточнику координатно-расточного станка Виталия. Ему нужно придать форму бугелю, то есть удалить все лишнее, создать требуемую призму, поправить все поверхности в уровень, восстановить внутреннюю резьбу под шпильку бугеля, подготовить отверстие подшипника скольжения под восстановление постели, то есть уменьшить наваренную часть до того размера, при котором в отверстии пройдет штанга станка по восстановлению постели. В принципе, работы не так много, как это бывает. Стандартно перед началом работ Виталий оценивает ее объем и принимает решение, как с этим бороться, чтобы все было быстрее, проще и веселее. С этой головкой в данном случае еще немного проще потому, что ее не требуется крепить к синусной плите или глобусному столу. Виталий крепит головку прямо на станине станка, а это вот у нас есть тот самый бугель, который ставится именно в это место. Хотя в данном случае это совсем не важно. Все равно расточка постели будет после всех произведенных работ на этом станке. Просто бугель помечен своей меткой, ну и как бы он у нас здесь находится. Для начала Виталий равняет поверхность подшипника скольжения. Берет фрезой уровень противоположной части и проходит бабышку, снимая сварку. Затем на 5 соток ниже, выставив фрезу, равняет по уровню обе плоскости, чтобы уж наверняка. Вновь таки это нас ни к чему не обязывает, и то, что мы просаживаем на пару соток поверхность, это не страшно, постель будет новая. Далее, используя ту же фрезу, подровняем сторону. Соответствующие размеры берем по соседнему бугелю. Теперь Виталий сперва сделает отверстие под шпильку и нарежет в ней резьбу. Естественно, вновь расточник берет размеры по аналогичному подшипнику рядом. Межцентровое расстояние у этих шпилек в этой головке 45 мм. Шпильки находятся не на одной оси, поэтому, взяв координаты сохранившегося отверстия, он отступает от него размер, взятый на соседнем бугеле. Сперва Виталий центровкой делает на сверловку, затем заряжает в патрон сверло диаметром 6,7 и проходит им глубину 25 мм. Естественно, это глубина, на которую здесь выполнены резьбы. Следующим сверлом 9 мм делает занижение глубиной на 7 мм. Далее Виталий берет в руки мечик М8, первый и второй номер. Используя станок для удобства, подпирая патроном мечики, расточник нарезает резьбу. Понятное дело, сперва проходит первым номером, а затем уже вторым. Подошло время навести красоту на бугеле, убрать сопли от сварки, придать окончательную конфигурацию. Фрезой Виталий выводит все боковые поверхности. А теперь сферической фрезой убирает лишнюю сварку с постели распредвала, для того, чтобы расточник Тимофей смог завести сюда штангу под восстановление постели распредвала. Конечно, за основу берутся размеры соседнего бугеля и оставляется небольшой припуск. Далее на боках подшипников скольжения есть радиусные проточки под гидрокомпенсаторы. На этих плоскостях также осталась сварка, поэтому необходимо убрать и ее. Для этого Виталий берет координаты этих отверстий с обеих сторон, заряжает резец и чистит бока бугеля. Естественно, он делает это как с одной стороны, так и с другой.
По окончанию работ обязательно проверить, что у нас получилось. Виталий вкручивает шпильки по своим местам, обязательно смазывает резьбу маслом. Обжимает шпильковертом. Насаживает на свое место бугель. Он сел на свое место четко, как в аптеке. Теперь головка перемещается к расточнику постели Тимофея. За это время на токарном станке были подготовлены бугели. Их торцы подрезаны на пару десяток. Тимофей крепит на станке головку, расставляет по своим местам бугели, заводит штангу с резцом в посадочное место распредвала и приступает к восстановлению постели. Мы уже не раз рассказывали вам, как это делается. Сперва Тимофей проходит все отверстия за несколько проходов резцом, до тех пор, пока размер не станет соответствовать каждой шейке распредвала размер в размер. Затем к размеру добавляет 5-6 соток припуска и делает окончательные проходы, получистовой и чистовой. Хозяин купил распредвал от Колбин Шмидт. На экране вы видите его циферки. И, конечно же, Тимофей обязательно проверяет свою работу, так скажем, на ощупь. Ставит вал на свое место и прокручивает его. Как видим, все нормалек. Собственно, данная работа выполнена. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.